Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы приготовим вкусный кокосовый торт. Нам понадобится 4 яйца категории С1, в которых нужно отделить белки от желтков. К яичным белкам добавим щепотку соли и взобьем до легкой пышной пены. Введем 100 граммов сахара. Сахар нужно добавлять частями и взбивать до полного его растворения. До таких мягких, но устойчивых пиков. К взбитым белкам по одному добавим яичные желтки. Сейчас можно вводить муку. Понадобится 100 граммов. Муку добавляйте небольшими порциями, каждый раз аккуратно перемешивая движениями снизу вверх. Далее добавим 30 граммов растопленного сливочного масла и 50 миллилитров молока. Также все аккуратно перемешаем. 30 граммов кокосовой стружки. Готовое тесто выкладываем в форму диаметром 18 сантиметров. И выпекаем в разогретой духовке при температуре 180 градусов 35-40 минут. Готовность проверяйте деревянной шпажкой. Она должна выходить сухой. Пройдемся лопаткой по краям бисквита и извлечем его из формы. Снимем бумагу и оставим охлаждаться. Приготовим миндальную начинку. Понадобится 100 граммов миндаля, который нужно обжарить на сковороде до слегка золотистого цвета. Далее измельчим его в крошку. Можно порубить ножом или в блендере, как я. Также понадобится вафельный корж 30 граммов, с которого также мы сделаем крошку. В миске соединим орехи, вафельную крошку и отдельно растворим 100 граммов белого шоколада и 30 миллилитров горячих сливок. После того, как шоколад полностью растворился, добавим к нему 30 граммов растопленного сливочного масла. И всю эту смесь введем в вафельно-ореховую крошку. После чего ее следует поставить в холодильник до застывания. Застывшую крошку я еще раз измельчила в блендере. Приготовим крем. Нужно взбить до пышного состояния сметану с сахаром, либо сливки с маскарпоне. Сахара, а еще лучше сахарной пудры понадобится 80-100 граммов, а также ванильный сахар. Бисквит остыл. Разрежем его на 3 коржа.
Все готово, можно собирать торт. Каждый корж я пропитываю молоком. Далее наношу слой крема. Делаю бортик из крема. И в центр выкладываю начинку. Покрываю это все еще слоем крема. Далее корж. И так далее. После сборки торт нужно поставить в холодильник от 2 до 6 или даже 12 часов. Далее я снимаю пленку, наношу тонкий черновой слой крема. Еще один слой. Украшаю торт кокосовой стружкой. Сверху кладу 2 конфеты Рафаэлло. Все, друзья, торт готов. Можете пробовать. Надеюсь, вам понравится. Всем пока!